наоборот. Да наоборот. Ну и что ты сделаешь? Дураки не знаю. А, ну да. Ну да. Я кого-то упомянул там, наверное. Да. Ну, наверное, нет. И что дальше? Ну, наоборот. Ну вот это он имеет в виду. Типа это. Ну да. Какое отношение? Я просто свою жизнь живу. Что тебе от меня надо? Да? Он же про себя и думает. Так наоборот. Вот это он на себя и думал. Да наоборот. Да нет, понял. Наоборот, так да. Ну это и это. Ну ладно. Ну, это сложный вопрос. Такой. Можно вообще, ну, он про себя так и думал, что надо, да, понимаете. Ну, да. Меня никогда в лицо не видел. Да нет, понял, я просто что. Люди, человеки, интересные люди. Так, ближайший. Ну, наоборот, значит. Ну, наоборот, значит. Вот это он есть. Что это будет за звук? Что сие? Значение. Еще раз я тебе объясняю, я про себя говорю так уже, да, я понимаю. Ну ладно, ну и что дальше, наоборот. Все так могут, ну отлично, я-то здесь при чем? Ну моги так, вот и делай так тогда, что ты? Так он говорит, вот и живи. Вот берешь канал со своим именем, называешь своим именем, и круглые сутки ты мне 2 айфона подаришь, если бесплатно. Я шучу уже сейчас так, как бы, и там, ну, когда просто разживусь там, не знаю, просто, ну, обычный телефон там. Ну, понятно. Ну, короче, 2 айфона мне для этого надо, чтобы... Ну, я шучу. Да нет, иди нахер, не про деньги я тебе говорю. Я просто вообще говорю. Ну, чтобы круглые сутки снимать. Нет, это у тебя... Да, я не собираюсь свои эти самые показывать. Там ничего особенного нет, для размножения только одно. Все ходят, писают, какают все, представляешь, да? То есть, как бы, ничего интересного, природа просто, как бы, там, работать там нечем, понимаешь, как бы, если у тебя там ничего не сломано, тогда тебе надо будет восстанавливать, типа, ну, это шутка уже такая. Ну, это да, это меня не касается. То есть, там ничего мужского нету, там все то, что даровано природой само по себе, там мне нечего нарабатывать, понимаешь, да. То есть, в нормальном виде, да, никаких извращений там не должно быть. То есть, ну, понимаете. Типа, да, счастье, момент здоровья. Наверное, может и так тоже. Хрен его знает. Да. Меня не касается. Че ты, блин, я просто так это.
Потому что просто как бы сон снимать свой. То есть, нет, не просто как-то вот объяснить. Это долгий разговор, короче. Да, но это просто, это у тебя такие мысли. Это как один из вариантов мыслей всего лишь. Причем как бы не самый лучший. Как бы он характеризует тебя скорее, чем, да, понимаю то. То есть, да. Долгий разговор просто, видишь? Вот видишь, как бы, то есть есть зачем, оказывается. Понимаю, тут, да, то есть, просто я еще что, тебе обязан, что ли, что-то? Вот ты сейчас все испортишь уже, да? Ну, не испортишь, не получится, потому что, да, да, только усилишься, я я просто понял. Да, ну это долгий разговор. Ну не получится, испортишь, понимаю, да. Что ты поделаешь, говорит я. Ну и что дальше-то? Ну и что, да, понимаете. Ну это он имеет в виду. Ну и что? Я у тебя что ли что-то нет. Это меня не касается. Ну, так оно и так и в жизни всегда и бывает. И, ну я шучу просто. Ну кому не шучу, но в принципе так, так хрен с ним. Надоел, короче, хватит это. То есть я не вижу правомерности этих претензий, каких-то вопросов. То есть, да, ну она понимает, да. Ну, наоборот, да. Закрытая платформа для бабкогребов, что ли, хочешь сказать, наоборот. Я понял просто уже, да. Ну, они там столько свое. То есть, чем там вот надо, те, кто ютуберы, там, да, чем надо? Рекламу свою делают, и что, да, понимаю. Ну, кто-нибудь из них там пожаловался просто на меня, наверное, и все, да. Или наоборот как-нибудь. Или YouTube счел, что я что-то жалуюсь на всех, да, наоборот. Я пожаловался на себя, да. Ну ладно, будем знать. Нет, так это же, ну это он имеет в виду. Ну да. Ну и что, мне нравится смотреть вашу рекламу, что, плохо это, да, наоборот. Может, я говорил тогда. Тогда. Вот это и есть, наверное, проблема, то, что я их как бы, типа, да. М. Взаимовыручка, типа, ну вот это, да, типа, да. Не, у меня таких намерений нет, я другое думал. Понимаете? Ну, не знаю, просто как бы. Ну, он не про это, да. То есть, что, да пошло нафиг, короче, я даже это самое, да. Ну это он имеет в виду. Ну, наоборот, да, ну, да, то есть, ну, наоборот, наоборот, да. Это он заблокировал тебя, да. Из-за тебя, говорит, это все, да. Ну, то, что реклама, да. Так нет, сами мне рекламу показывайте. Так не показывайте ты рекламу мне. Я понял, что... Ну да. Я что там обсуждаю, что ли, кого-то? Я просто так о себе думаю. И вообще я там, да, личности какие-то задеваю, что ли, или в чем проблема-то? Ну, понимаете, просто... Ну это да, ну, наоборот, заниматься спортом, ну нет, ну вот это он имеет, это, ну и что дальше? И я-то что-то наоборот, он про себя и думает. Ну да. Ну да, о себе так думал, то есть, да. Да. И что ты мне сказать ты хочешь? Ну, он про себя так думает. Да. Ну, он понял тебя. О. Ладно. Так. С этим все понятно. Да, наоборот. Не знаю, мне мужиков показывают, я просто про них говорю, что думаю, ну не совсем так. Просто, может вообще не про них. Может мне просто что-то ассоциативный ряд в голову пришел, ты откуда знаешь, что я там говорил, ну я все говорил тогда. Ну он понял тебя просто, да. Ну вот это и есть, ручка ряба, наоборот.
Ну, значит, это неправильная гипотеза, понимаешь? Да. Вот смотри, ты мужчина, правильно? То есть ты из женского тела жизнь никогда не проживешь, понимаешь? Ну, то есть, давай не будем сейчас загоняться. Привет. Когда, Я Дима давай вот Скобиду. это, то есть ты, ну, не проживешь никогда. Ты мужчина, ты живешь из мужского тела, да. Или что ты хочешь с этим сказать? То есть, как бы, ты женщин, ты, вот ты меня можешь понять. Потому что ты, как бы, понимаешь, ты, ну, не забеременеешь. У тебя гормоны такие же мужские. У тебя тоже, как бы, ну, это как бы как следствие гормонов, скажем так, да. Тело сформировано из... Я просто тебе объясняю, как бы, так, да, понимаю. То есть, ты женщин никогда не поймешь нормально, да, понимаешь, как бы, ну, скажем так, особенно по женской части. Потому что их части, они такие там, чувства такая, ну, даже ладно, хорошо, ты такой весь проникся и понял все там, да. А дальше что? Ты все равно эту жизнь не жить женскую. Ты никогда, да, какая их злоба, на что они там негодуют, зачем они там, да, то есть, ну, типа так вот, как поверхностно, но ты не проникнешься этой судьбой, понимаешь, к телом, за которое, вот женское тело, за которое ты отвечаешь, мало того, что отвечаешь, из которого ты живешь, понимаешь, и которое, да, понимает она, да, то есть, она понимает просто тебя, да, ну да, ну как бы, понимает она тебя, да. Ну, это, ну, у них тоже, наверное, есть какая-то своя. То есть, наверное, чтобы это, ну, если они такие эмоциональные, наверное, вот чтобы эмоциональный фон был вокруг них, наверное, и вообще в целом, чтобы он был хороший, как бы позитивный, типа. И чем лучше, тем здоровее, наверное, черт его знает. Понятно, как-то так, да, понимаю. Ну, наверное, тогда так понимаю, да. Ну да, да, ну да. Ну, Донов, сооснователь и генеральный директор ну, скорее всего, ты бы компании никого Club не пустил тогда. Понимаю, это. House Payments. Мы помогаем бизнесу принимать Ну нет, онлайн-платежи и работаем с картами всех да. международных платежных систем. Я верю, что бизнес – это всегда вин-вин. Поэтому мы не продаем, а презентуем. И у нас нет клиентов. Ну да. What if I told you this phrase is at least twice as difficult as this one? So believe it or not, for most of us this is the case, and the reason why has to do with note spacing and how often we're changing our hand position. In the first one, we're having to change our hand position every single beat, and not only that, our hands are stretched quite wide. And in the second one, our hand position is kept less than an octave, and we're only having to change it every 4 beats. And it relies on how fast we can wiggle our fingers, basically. However fast you can play this is more or less how fast you can play the run. We're not relying on intricate patterns and leaps, stretches, things like that for virtuosity, but we're relying on fixed hand positions that are rather comfortable, and we're having to move the notes, our fingers, within those fixed positions very fast. Notice that for every group of 5 notes, my fingers are already touching the keys they're about to play, without having to stretch or leap. So basically, we can achieve a virtuosic sound rather effortlessly by being efficient with our hand choreography. This shows that not all things that sound impressive are actually that difficult. Now I put these concepts into practice by coming up with 3 different piano runs, each with a different kind of flair but all equally deceiving in terms of their perceived difficulty. You can use these as warm-ups, incorporate them into your improvisations or compositions, or just impress your friends. Or your dog. Whoa. By the way, I post videos on the technical and creative aspects of music, so please subscribe if you haven't already to be sure not to miss out on future tips like these related to piano and composition. First, let me demonstrate them for you, and then I'll go into the specifics of how to learn and practice them. Ну ладно, не надо. Наоборот, ну вот это и есть на самом деле, себя так говорю. Will these require practicing? Of course. They're not just going to happen like that overnight.
you're going to have to put in a little bit of work. Once you get a hold of the finger positions and the chords, it will require a lot less work than it seems. For this one, you just need to learn 2 chord spacings. The first one, starting from C, is made up of 2 major thirds, a semitone apart. The second one starts on a B. It's made up of 2 minor thirds, spaced a whole tone apart. Once you learn these chord spacings, all you're doing is repeating them up the octaves and then down. Let's break these notes apart. Going up, you're going 1, 3, 2, 5. Coming down, you're just going straight down. 5, 3, 2, 1. Don't get caught up with this motion here. You're not crossing. Don't try to do that. Just shift like that. Плохо играешь, все, говорит, плохо ты играешь, но он тебя про себя и говорил, да наоборот, ты когда... This one involves one spacing, one consistent spacing with both hands together, but you just need to be aware of 2 types of chords. In the right hand, you're playing a major 6 chord. You're playing a major triad plus a 6th. In the left hand, a major 7th chord. So you have a major 3rd on the bottom, and then you're playing a major 7th on top. Now put those 2 together, you play the notes separately. You're repeating that an octave lower. So there's a slight bit of unevenness because you're playing 4 notes here and then 3 notes here. Then take all of that and repeat it a minor 3rd above. This next one here has 2 different chord spacings to take note of. This is the first one. We have an octave surrounding all of the notes here. And with your thumb and index fingers, you're going to be playing a major 2nd. And they're really close together. They're semitone apart. And you're going to break these notes apart again. And you're going outward, starting first with your thumb in your left hand, and then your right hand. And again, like with the others, repeat this an octave higher. And that's your first part. And then the second part is this position. A minor 7th chord in both hands. And with this one as well, you play the notes separately, going outwards. I add 1 note here at the top to add this nice ring. So everything together. So of course here, the second part has more notes, so you just need to play slightly faster. And that's also what adds a little bit of virtuosity. So there you have it. I hope you try these out and have some fun with them. I'll make the sheet music available on my website. Thank you so much for watching. Let me know in the comments if you'd like to see more of this type of material, because I definitely have more tips and tricks related to this type of piano technique. Thank you so much. Special thank you to my patrons, and I'll see you very soon in the next video. Все, что вам нужно, научиться снимать живые сторис. 89,9% успеха продвижения в Инстаграм зависит от того, как вы снимаете живые сторис. Насколько человек проникается вами, как личностью, насколько он влюбляется через вас
ваш продукт. Вот этому я и обучаю на 3-дневном бесплатном курсе Pili Stories, где лично даю вам обратную связь по домашним заданиям. Вы учитесь не бояться себя в кадре, да? Вы учитесь снимать интересные истории, уверенно говорить на камеру и, самое главное, использовать эффективные инструменты продвижения через видео в Инстаграм. Прямо сейчас регистрируйтесь на мою 3-дневную бесплатную онлайн-игру, которая называется Pili Stories. Еще раз, с моей личной поддержкой. Зачем я это делаю? Затем, что я кайфую от результатов моих учеников. Дальше, после 3-дневной онлайн-игры, вы захотите пойти на курс медиафитнес. А может быть, и не захотите. Может быть, вам будет этого достаточно. Вы будете просто благодарны за эти 3 дня, которые мы проведем с вами онлайн. До встречи. Давайте учиться снимать живые истории и плевать на эти мифы. Включать голову. 7 мифов о продвижении в Инстаграм предпринимателей. Так. Hi, I'm Gareth Green. Now, I don't know about you, but I absolutely love the music of Debussy. It's so evocative and mysterious, isn't it? And it would be interesting, wouldn't it, just to think about, well, how does Debussy achieve that? He's such an interesting composer because he's in that interesting era, beginning of the 20th century, when we've been through this tonal crisis, having lived with major and minor keys quite happily for 3. Years, the whole system has kind of started to crumble. So some people carry on writing in major and minor keys quite happily. Elgar, Sibelius, composers like that. Да наоборот, да нам. Да нам, он я просто понял, что... А чё? Наоборот, так. Ну ладно, и что там? Ну наоборот, да наоборот, и да наоборот. Ну наоборот, позаживали, специально просто. Да, Эй, да вы смеетесь, что ли? I was lost, broken and battered, confused in life, till I met you, Lord. God made me to know Him. In this video, we're going to talk about the music in the ever-popular and sensational Korean Netflix series Squid Game, or 오징어 Game. There's of course an endless list of praises for its incredible storyline, acting, art design, and cinematography, but here are 7 things that stood out to me in the soundtrack that I think deserves a little extra attention. Please note that there are light spoilers ahead. Number 1. The music often plays up the contrast present in each scene. For instance, the main theme really makes you think of grade school with the simple drums and recorder. 우리 동네에선 그 노래를 오징어라고 불렀다. It highlights the absurdity of the pairing between children's games and death, and it's so catchy like a nursery rhyme.
The first part of the rhythm actually reminds me of this Korean word game called 쿵쿵따. These things are all bright and positive, so it ends up becoming a very disturbing contrast to the deaths you're about to see on screen. Also, there's contrast between the casual nature of the tracksuits and playground aesthetics and the classical music you hear, which has a long-standing association with elegance and melody. Which brings us to number 2. The use of classical music in the series is very unsettling. Now, this is definitely not something that's novel. Oftentimes in film and TV, there's a pairing between classical music and the evil villain. But in Squid Game, it's kind of a warped version of this. First of all, you often hear classical music from the point of view of the contestants, as if the music is being played from auditorium speakers. This really reminds me of the music that you'd hear in a waiting room, like before going into a dentist appointment. The music's trying to soothe you by transporting you elsewhere, but your fate is pretty much already determined. And it's disturbingly fitting that Strauss's The Blue Danube plays in the background as the contestants climb up the stairs to enter each new game. This waltz is really the epitome of buoyancy and liveliness, and in fact, Strauss wrote it in Austria during a very dark post-war depression in efforts to lift up people's spirits. To make comparisons to another famous use of this waltz, in 2001, A Space Odyssey, Stanley Kubrick pairs the waltz with the weightlessness of space. Я не понял, в чем проблема тогда? In Squid Game, it's just the opposite. Contestants are walking up a dizzy maze of stairs while feeling the gravity of their predicament. Now on to number 3. There's hardly any music in the second episode. 어차피 얼마 못 살 텐데. The second episode showcases the real lives of the contestants back at home. I also noticed that this episode is titled Hell, so the lack of music really adds to the storyline and is very much in contrast to the games. 도와주십시오. Number 4. The pink soldiers in the game are absurdly mysterious, especially with their disguised voices